Переводы комментарии Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады. So at the end of the 6th chapter, then Krishna tells Arjuna that the best yogi is one who's always thinking of me. В конце 6 главы Кришна говорит Арджуне, что наилучшим из йогов является тот, кто постоянно думает обо мне. So then in the 7th chapter, we're getting into the middle of the heart of the Bhagavad Gita. И потом, переходя, начиная с 7 главы, доходя до самого сердца Бхагавад-гиты. So here, on text 6 we can start. Yeah, 7:6. Начнем с 7 главы, текста 6. So first Krishna explains that the material elements are all his external energy. Сначала Кришна объясняет, что все материальные элементы являются внешней энергией Кришны. Earth, water, air, fire, ether, mind, intelligence, and ego. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Okay, then the Lord says, besides that, they're the living entities. И потом он говорит, что помимо этих элементов есть еще живые существа. And now, in this verse, he tells about his position. И здесь, вот в этом тексте, он говорит о своем положении. So this is a similar theme also in the 15th chapter, where Krishna explains the living entity, and somehow some living entities are conditioned, some are liberated, and then he explains about himself, that how he's the supreme Purushottama. Похожая тема обсуждается в 15 главе, где Кришна объясняет, что есть различные живые существа, есть обусловленные, освобожденные, и объясняет свою природу, что он является верховной личностью Пурушоттамой. So it's important that we understand this clearly, because we may be tempted by the Maya and think, well, this is nice sentiment, but what is the proof? Это очень важно понять этот момент, потому что майя может нас как бы манить, и можем подумать, что все это сентименты, где же доказательства всех этих фактов. So we base our truth or proof on the words of Krishna. И мы полагаемся, воспринимаем слова Кришны как истину, как доказательство. Everyone's accepting some authority. Все принимают какой-то авторитет. Just by our direct, you can say, sense perception, we would think the sun is about this big, right? Например, если просто взять наше чувственное восприятие, если мы посмотрим на солнце, нам может показаться, что оно вот такого размера. But we hear from the scientists that actually it's many times bigger than the earth. Но ученые нам говорят, что солнце во множество раз больше, чем Земля. So this is how we get knowledge by revelation. It's being revealed to us. Вот именно таким образом мы получаем знание при помощи открытия. Кто-то нам это знание открывает, дает. Or we can get knowledge by speculation. Или мы можем приобретать знания при помощи измышлений. Most people speculate. Большинство людей занимаются такими измышлениями. Maybe, perhaps. Я думаю, может быть. But this will never bring us to conviction. Но это никогда нас не приведет к полной убежденности. So the best way to get the knowledge is to get it from the Lord. И таким образом наилучший способ получать знания, получать его от Господа. Otherwise, everyone has some authority, but that authority is imperfect. А иначе у всех есть какой-то авторитет, но эти авторитеты, они несовершенны. So of course, some people don't believe in God, but we do. Конечно же, какие-то люди не верят в Бога, но мы верим. Don't we? Разве не так? Because for the doubting soul, there is happiness neither in this life or the next. Потому что для души, которая сомневается, не может быть счастья ни в этой жизни, ни в следующей. That's a fact. Это факт. Nobody can be happy when they're unsure of what the purpose of life is, what they're doing, what's going to happen when they die. Никто не может быть счастлив, если он не знает, какова цель жизни, каков смысл жизни, что они делают, что будет, когда они умрут. They take intoxication and they become, mad after sex life, so that they can forget the reality, which is trouble. Они принимают одурманивающие вещества, потом сходят с ума по сексу, и все это не делают для того, чтобы забыть об этом материальном мире, который полон неприятностей.
But the reality comes again the next morning. Но реальность наступает со следующего утра снова. This illicit sex intoxication, it doesn't bring satisfaction. Незаконные половые отношения, одурманивающие вещества, они не приносят удовлетворения. But we can be really satisfied if we are convinced about our position and Krishna's position and the position of everything in the world. Но мы можем на самом деле обрести удовлетворение, если мы будем убеждены по поводу своего положения, положения Кришны и положения всех вещей в этом мире. So we're reading in the 4th chapter how the transcendental knowledge, it can bring us to that point of conviction. И вот в 4 главе мы узнаем, можем прочитать, как трансцендентное знание может привести нас к этой убежденности. So here Krishna is explaining himself in this 6th verse. И вот здесь, в 6 тексте 7 главы, Кришна объясняет. Translation. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. Перевод. В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я начало и конец всего в этом мире, который представляет собой соединение материи и духа. So here the word certain is used. Krishna is saying, know for certain that this is the fact. И здесь используется слово, что, то есть, знай же, на самом деле, будь убежден, что это факт. So we have that conviction, like we saw in Srila Prabhupada. He was so sure about his you could say relationship with Krishna because it was real. И мы можем иметь такую убежденность, например, как мы видели в жизни Шрилы Прабхупады, что он был полностью убежден, что Кришна, он существует, он реален. And we also have that conviction because any one of us who have tried this process of devotional service can experience that Krishna is reciprocating. У нас тоже есть такая убежденность, потому что любой из нас, кто принял этот процесс и попробовал его, может сам убедиться, что Кришна, он отвечает. If we sincerely try to please Krishna, He'll be pleased with us. Если мы искренне пытаемся удовлетворить Кришну, он будет доволен нами. And His pleasure with us will be clear to us. И когда он будет нами доволен, для нас это будет очевидно. We feel satisfied within. Потому что мы будем чувствовать удовлетворение внутри себя. We don't have to get a certificate from somebody else. Just like when we have a meal, we feel satisfied we've had enough because we have direct perception. Не нужно получать какой-то сертификат подтверждения извне, потому что, например, когда мы принимаем пищу, мы принимаем и естественным образом получаем удовлетворение. Similarly, when we take part in the kirtan ordained by Lord Chaitanya Mahaprabhu, we feel satisfaction. Таким же образом, когда мы участвуем в киртане, который дал нам Господь Чайтанья, установил Господь Чайтанья, мы чувствуем удовлетворение. When we hear the philosophy explained by Krishna and Srila Prabhupada, we feel convinced. Когда мы слушаем философию, поведанную Господом Кришной и Шрилой Прабхупадой, мы тоже чувствуем убежденность. And that conviction gives us satisfaction. И вот эта убежденность дает нам удовлетворение. Otherwise, the people in general, they don't have that. А обычная масса людей, у них этого нету. Therefore, they're always in anxiety. Поэтому они всегда пребывают в беспокойстве. So these three things we should be convinced about: that we are part and parcel of Krishna, pure spirit soul. Вот по поводу этих трех вещей мы должны быть полностью убеждены, что мы являемся частичками, чистой душой, частичками Кришны. That all living entities are His part and parcel. И все живые существа являются частичками Его. This material nature is also His external energy. Эта материальная природа является Его внешней энергией. And the Lord is transcendental to both. И Господь является трансцендентным по отношению к живым существам и к материальной природе. So if we have this conviction, then we can go through life in a happy mood. Если у нас будет такая убежденность по поводу этих вещей, мы сможем пройти через жизнь в счастливом настроении. I mean, there'll be some struggles. Конечно же, будут какие-то испытания, сложности. There'll be some setbacks, some reverse. Будут моменты, когда мы будем сдавать назад. We may fall down something in some ways. Иногда мы будем в каких-то вещах падать, совершать падения. Just like in a battle, in a war, we may lose some battles, but we'll win the war. Например, как на войне мы можем проиграть в каких-то битвах, но в конечном итоге выиграем войну. We've declared war on Maya.
И мы провозгласили войну Майи. We don't want to be under her control anymore. Мы не хотим больше находиться под ее контролем. So as we progress in Krishna consciousness, we'll see that Maya is losing her attraction. И по мере прогресса сознания Кришны мы будем видеть, как Майя перестает привлекать нас. So this is the first sign that we're making progress. Это первый признак, указывающий на наш прогресс. And of course, along with that, we'll get more taste for the chanting. И, конечно же, параллельно с этим мы будем обретать больше вкуса к воспеванию. Just like all of you come on a weekday night to chant and dance and hear philosophy. Например, как вы приходите по вечерам, чтобы танцевать, воспевать и слушать философию. This means you have some taste. Это значит, что у вас есть какой-то вкус. So we congratulate you for acquiring that taste. И можно всех вас поздравить, что вы обрели этот вкус. And in your association, we also feel enlivened. И благодаря вашему общению мы тоже обретаем, оживляемся. This is the process. Tushanti cha, ramanti cha. We discuss and chant together, and then we enliven each other. Вот таков процесс. Мы воспеваем вместе, обсуждаем философию и вдохновляем друг друга. So here Krishna is saying, know for certain that I am both the origin and dissolution of all that be. И здесь Кришна говорит: знай же на самом деле, что я конец всего, и что я начало и конец всего в этом мире. Purport. Everything that exists is a product of matter and spirit. Комментарий. Все в этом мире возникло в результате соединения материи и духа. Commentary by His Divine Grace A.C. Bhактиведанты Свами Прабхупады. Комментарий Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады. Spirit is the basic field of creation, and matter is created by spirit. Spirit is not created at a certain stage of material development. Дух – основа творения, а материя – порождение духа. Неверно думать, будто дух возникает на одном из этапов эволюции материи. So the atheists, they say, matter was there, and then from matter life came. Атеисты говорят, что материя существовала, и потом в какой-то момент дух проявился из материи. There was one cell, and then it turned into a human being. Вначале была одна клеточка, потом каким-то образом она превратилась в человека. But they can't show that. Но они не могут этого показать. So scientific method, you have to demonstrate. А если мы идем научным методом познания, нужно показать. But they can't demonstrate, they're just accepting it as on faith. Но они этого не могут сделать, просто принимают это на веру. So our faith is different. Но наша вера другая. We say that God created everything. Мы говорим, что Господь создал все. And living entities are part and parcel of Him. И живые существа являются Его частичкой. The material body is developed because spirit is present within matter. A child grows gradually in boyhood and then to manhood because that superior energy, spirit soul, is present. Наше материальное тело формируется благодаря тому, что в нем находится дух. Ребенок, вырастая, становится юношей, а затем взрослым мужчиной, потому что в теле его присутствует высшая энергия, душа. Similarly, the entire cosmic manifestation of the gigantic universe is developed because of the presence of the Supersoul, Vishnu. Аналогичным образом, вся эта огромная вселенная сформировалась благодаря присутствию сверхдуши, Господа Вишну. Therefore, spirit and matter, which combine to manifest this gigantic universal form, are originally two energies of the Lord, and consequently, the Lord is the original cause of everything. Дух и материя, которые, соединяясь, образуют гигантское вселенское тело, изначально являются двумя разновидностями энергии Господа. Таким образом, Господь – это первопричина всего сущего. A fragmental part and parcel of the Lord, namely the living entity, may be the cause of a big skyscraper, a big factory, or even a big city, but he cannot be the cause of a big universe. Неотъемлемая частица Господа, индивидуальное существо, может построить небоскреб, огромный завод или даже целый город, но она не в силах создать вселенную. The cause of the big universe is the big soul, or the super soul, and Krishna, the Supreme, is the cause of both the big and the small souls. Причиной возникновения гигантской вселенной является гигантская душа или сверхдуша, а Кришна, Верховный Господь, является источником как гигантской души, так и крошечных душ. Therefore, he is the original cause of all causes. Поэтому его называют изначальной причиной всех причин. This is confirmed in the Katha Upanishad 2.2.13. Nicho Nichanam Chaitanas Chaitananam. Это подтверждается в Катха Упанишад 2.2.13. Нитья Нитьянам Четанаш Четананам. So this Nityanam Nityananam means there are two eternals, and they both have consciousness. Тут говорится, что есть два вечных элемента, два существа, и у них у обоих есть сознание.
But one is dependent and the other is independent. Но одно живое существо, оно зависимо, а другое независимо. So we should admit that we're dependent. И мы должны признать, что мы зависимы. If there's no supply of air, what is our position? Если перестанет существовать воздух, каково будет наше положение? So we're dependent on the air, on the sunshine, on the food, so many things. Мы зависим от воздуха, от солнечного света, от пищи, от многих других вещей. But Krishna is independent. Но Кришна, он независим. But under the illusion of Maya, we think we're also independent. Но под влиянием майи, иллюзии, мы начинаем думать, что тоже независимы. But 14th chapter of the Gita explains that no, we're all bound by the modes of material nature. Но в 14 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что нет, это не так. Мы все находимся в рабстве материальных гун And природы. even the mode of goodness, which is better than the other modes, this is also binding. It keeps us in the material world. И даже гуна благости, которая считается лучше других, порабощает нас и держит в материальном мире. But Krishna is explaining Bhagavad Gita, giving us a chance to get out of this, you can say, bound condition or conditioned state. Но Кришна дает нам эту Бхагавад-гиту, объясняет, как выбраться из этого обусловленного состояния, Where we become liberated. где мы сможем стать освобожденными. So liberation doesn't mean we become God, but we become qualified to enter into the kingdom of God. Освобождение не значит, что мы становимся Богом. Это значит, что мы обретаем квалификацию вернуться, войти в Царство Бога. So entering into the kirtana, kirtana, it's the same thing actually. Entering into the kingdom of God or the kirtan of God is the goal. И вот целью является попасть в Царство Бога, и также мы можем сказать попасть в киртан Бога. Because this kirtan is coming, Goloka Premadana Harinama Sankirtan, from the spiritual world. Потому что этот киртан не сходит непосредственно из духовного мира. And you're all very fortunate that you have a taste for this holy name. И всем вам очень повезло, что у вас есть вкус к этому святому имени. I'm praying that some further lifetime I may also get a taste. Я молюсь, что в какой-нибудь следующей жизни я тоже обрету такой вкус. Because that's not being falsely humble. The one who really has a taste, then the tears are coming from his eyes. И это не ложное смирение. Тот, у кого на самом деле есть вкус, у него текут слезы из глаз. His hair is standing on end. Волосы встают дыбом. And he's sometimes rolling on the ground. Иногда такая личность катается по полу. So you haven't seen me doing that, have you? Вы не видели, как я такими вещами занимаюсь. So I don't have a taste. Так что у меня нету вкуса. Maybe a little, you can say, breeze is coming from the ocean that gives us some relief from the suffering. Может быть такой маленький слабенький ветерок с океана, который By the influence of the kirtan and the deity and devotee association. который слегка убирает страдания материального мира, и все это по милости общения Шрилы Прабхупады, преданных. Lord Chaitanya Mahaprabhu has said, Ananda Buddhi Varanam. There's an ocean here. Но Господь Чайтанья говорил, что это подобно океану блаженства. But we're just on the shore. Но мы пока находимся только на берегу. But this is the right place to be. Но это правильное место, где стоит находиться. Go on chanting, and gradually you will develop that taste. Продолжайте воспевать, и постепенно вы разовьете этот вкус. That taste will become so strong that you won't have attraction for anything. Этот вкус станет настолько сильным, что не будет больше влечения ни к чему другому. Then you become half mad of mind. И тогда вы уже наполовину сойдете с ума. Bhaktivinoda Thakur is praying for that time when he becomes half mad of mind. Бхактивиданта Такур молится о таком состоянии, когда же я сойду наполовину с ума. And on the bank of the Ganga in Navadvip, he's calling out. И в Навадвипе, на берегу Ганги, он воскрикивает: Hey Krishna! Hey Krishna! He's calling for Nityananda. Он обращается к Нитянанде And Lord Chaitanya. и Господу Чайтанье. So we're following in the footsteps of these great souls. И мы следуем по стопам этих великих душ. So our path is clear and our progress is certain. И путь очень ясен для нас, и это лишь вопрос времени, когда нас будет приходить прогресс. Because we found the right spiritual master in Srila Prabhupada. Так как мы нашли и приняли истинного духовного учителя Шрилу Прабхупаду. So Prabhupada liked us to be loyal. И Шриле Прабхупаде нравилось, когда мы верны. We saw sometimes that some of his disciples, they weren't so loyal. They went to his godbrothers or something, and Prabhupada was unhappy with that. Мы иногда видели, как
его ученики, они уходили к его духовным братьям, и Шриле Прабхупаде это не нравилось, когда они проявляли таким образом неверность. So this can keep us together. И вот эта вот верность Шриле Прабхупаде может помогать нам оставаться вместе. Because we're all interested to please Srila Prabhupada. Потому что все мы заинтересованы в том, чтобы его удовлетворить. And on that platform we all have a position. И на этой платформе для всех нас есть место. Nobody can take that service away from us. Никто не может забрать у нас это служение. According to our capacity, we should try to please Srila Prabhupada. Согласно своим возможностям, мы должны стараться удовлетворять Шрилу Прабхупаду. Okay, any questions? Какие-то вопросы? Yes? Как избавиться от ложного эго? How to get rid of false ego? You just put it right in front of me and I'll smash it. Просто положите его на стол передо мной, я его размажу. Where's my danda? Где мой данда? False ego means you're proud. Ложное эго значит, что вы гордитесь. What do you have to be proud of? А чем гордиться-то? We should see reality. Нам нужно увидеть реальность. That we're tiny particles of Krishna. Что мы маленькие-маленькие частички Кришны. But we've misused our independence. Но мы неправильным образом воспользовались своей независимостью. We've turned away from him. Now we're competing with him. Мы отвернулись от Кришны и теперь соперничаем с ним. He's so great and we're so small, and we think we can compete with him. Он такой великий, а мы такие маленькие, но нам все равно кажется, что мы можем с ним соперничать. So we should be humble. Так что нам нужно быть смиренными. This is a real ego. Таково истинное эго. Not like the Buddhist or something, we lose our identity. Не то, как буддисты, например, мы теряем свою личность, But we lose our false identity. но мы избавляемся от своей ложной личности. False identity is something important. Ложное отождествление – это что-то не очень важное для нас. We do have some importance if we connected with Krishna. То есть мы не представляем ничего важного, но если мы соединяем это с Кришной, то какая-то важность уже появляется. But independent, we have no standing. Но когда мы занимаем независимое положение, наше положение очень нестабильно. So real identity, real ego is I'm a servant of Krishna. Таким образом, истинное отождествление, истинное эго – это служить Кришне. So I see you're serving Krishna. Я вижу, что вы служите Кришне. And why you feel proud? Почему вы гордитесь? That's real ego. Это истинное эго служить Кришне. Real ego is servant of Krishna. Истинное эго значит слуга Кришны. I think you're just saying that to get attention. Мне кажется, что вы это говорите, чтобы привлечь внимание. В отношениях с духовным учителем ученик может занимать положение как вапу, как и вани. То есть и те ученики, которые находятся в близких отношениях с гуру вапу, они иногда думают, что они ближе к гуру, чем другие. Такое может быть. И есть у нас также департамент пуджари. И пуджари тоже иногда думают, можно это сравнить точно так же, что пуджари, находящийся близко с божествами, может думать, что они находятся ближе в отношениях с божествами, чем другие преданные. Является ли это проявлением ложного эго? We can see that a disciple can have relationship with his spiritual master regarding vapu and vani. And sometimes when disciples have more vapu, they may think that they are closer to their guru. In the same way, a pujari may think that he is closer to Krishna when he is serving on the altar. Is that a manifestation of false ego also? Yes. Да, это является проявлением ложного эго. Therefore, it's advised that we shouldn't get too close to the spiritual master. Поэтому и рекомендуется не находиться слишком близко с духовным учителем. We should keep some respectful distance. Нужно сохранять уважительное расстояние. And similarly, we shouldn't get too close to the deity, and then we become negligent. И в то же время не нужно приближаться слишком близко к божеству, потому что тогда мы становимся, то есть преисполняемся пренебрежения. These two cautions are there. Таковы рекомендации опасаться этих We вещей. saw sometimes Srila Prabhupada's servants became fallen because of their
thinking Prabhupada was an ordinary person. Иногда мы могли видеть, как некоторые слуги Шрилы Прабхупады падали, потому что они начинали думать, что Шрила Прабхупада обычный человек. So similarly, it can happen with the deity. И то же самое может произойти касательно божества. Anyone else? Еще кто-нибудь? Иногда во время служения или киртана какого-то ты чувствуешь какое-то блаженство, расслабляешься и через какое-то время замечаешь то, что ты, допустим, или служение невнимательно выполняешь как робот на автомате, и на киртане расслабляешься и о своих проблемах думаешь, каких-то или делах. Как с этим бороться, становится правильным настроением? Sometimes during some service or even kirtan, we start feeling some bliss when we start relaxing, and we start doing that service or participating in kirtan automatically. How can we maintain the proper mood in the service in kirtan? By practicing. Мы можем сохранять правильное настроение при помощи практики. Like you say, when you see you're becoming negligent, then you have to correct yourself. Например, когда вы видите, что вы как бы расслабляетесь, становитесь пренебрежительными, замечайте это, нужно исправить себя. Once in the early days, a devotee of my friend, he wrote to Prabhupada, he said, Srila Prabhupada, since I've been chanting, I see that so many dirty things in my heart I didn't know were there. Однажды в ранние дни движения один из моих друзей написал Шриле Прабхупаде: Шрила Прабхупада, когда я воспеваю, я начинаю замечать, что столько неблагоприятного, столько грязи в моем сердце. И раньше я этого не видел. So Prabhupada wrote back saying, yes, this is the first sign. И Шрила Прабхупада ответил ему: да, это первый признак. Just like when you're cleaning a room, you didn't know it's so dirty, but you can sweep and sweep and sweep, and then a lot of dirt comes out. Например, как вы начинаете убирать комнату, когда вы начинаете это делать, вы начинаете замечать, что там так много грязи, убираете и удивляетесь, откуда вся эта грязь. So people in general, they think they're okay. И люди обычно думают, что все в порядке с ними. But when you start to chant, and then you realize that you make mistakes, so many. Но когда начинаете воспевать, начинаете замечать, что совершаете много ошибок. Then, with your intelligence, you have to correct that. Но потом при помощи разума нужно исправлять эти ошибки. And keep the right attitude. И сохранять правильное умонастроение. The same with the servant who's too close to the spiritual master. I saw some of them who left, and they just they couldn't appreciate Prabhupada. То же самое касательно слуг духовного учителя. Я видел, как слуги Шрилы Прабхупады, они уходили, и потому что они переставали просто оценивать должным образом Шрилу Прабхупаду. So we're all dealing with Krishna. We have to be very careful. И все мы имеем отношение с Кришной, так что мы должны быть очень осторожны. And then, with our intelligence, we should improve. И при помощи разума мы должны улучшать себя. Don't remain on the false ego platform. Не оставайтесь на этой платформе ложного эго. Sure, there's going to be some things we do out of false ego, but then we should learn that it doesn't make us happy. Конечно же, мы будем продолжать делать какие-то вещи под влиянием ложного эго, но мы должны понять, усвоить, что это не будет делать нас счастливыми. Еще кто-нибудь? Вы говорили об ученых, о том, что наше движение, оно глубоко научное. Какие мы можем реальные, такие научные факты привести материалистам, чтобы доказать, что наше движение имеет ценность? You mentioned the scientists, and you mentioned that our movement is scientific. What real scientific facts we can show to the materialists to show that our movement is substantial and scientific? Yeah, we can show that, but they have to make the experiment. Scientists means that you make an experiment. То есть касательно ученых, мы можем и показать, но они должны провести эксперименты. So they make experiment in the laboratory. We make experiment in the laboratory of our consciousness. Они проводят эксперименты в своих лабораториях, а мы проводим эксперименты в лабораториях своего сознания. We guarantee if you come and sincerely chant Hare Krishna, you'll feel some spiritual, you can say, enlivenment. Мы можем сказать, мы вам гарантируем, что если вы будете приходить и искренне повторять Харе Кришна, то вы увидите духовное оживление. Come with an open heart and take part in this movement.
Приходите с открытым сердцем и участвуйте в этом движении. This is our request to you make an experiment. Такова наша просьба вам. Проведите этот эксперимент. Otherwise, if they're just licking the bottle of honey, they'll never understand. А иначе, если они просто лижут банку с медом, они ничего не поймут. So this is scientific demonstration. И таков научный наглядный пример. But they won't take the process, then how can they know? Но они не хотят принимать процесс, как они тогда могут узнать? Science is there. Krishna says, as you surrender unto me, I reciprocate. Эта наука существует. Кришна говорит, насколько ты предаешься мне, настолько я тебе отвечаю. This is perfect science. Это совершенная наука. Give the mic. Иногда это самое вайшнавы для того, чтобы не сделать вайшнава аппарату оскорбления, они взамен как бы прославляют друг друга. И вот как бы мой вопрос такой, как бы я такой сентиментально слишком импульсивный, когда начинаю прославлять вайшнав, они, как правило, все разлетаются в стороны, как бы границу, как установить границу, чтобы прославлять их так, чтобы они принимали. А то обычно все прославления, они так, не, мы так вот, нет. Но прославлять же нужно. Instead of avoiding offending Vaishnavas, it is recommended to praise them. And Prabhu is saying that he's very energetic and sometimes sentimental, and when he starts praising devotees, they literally run away from him. So, because he's doing it so enthusiastically. And what's the balance in properly praising devotees, so they don't run away from you? That by practice you learn. При помощи практики вы поймете. Like so you're experiencing that they're running away, so then next time you be a little more cautious in your praise. Ну вот если вы видите, что вот вы их прославляете, они бегут от вас, в следующий раз будьте более аккуратны в прославлении этих преданных. So we have to learn from our behavior. Мы должны учиться на своем поведении. Yeah. It's okay, but then you shouldn't mind if they run away. Ну, это хорошо, но тогда вас не должно беспокоить то, что они убегают от вас. You expect that they'll run away. They should be expected? Yeah. То есть, что? То есть Махарадж говорит, что вы должны ожидать, что они будут убегать. Prabhu says that when they run away from him, he feels that he's offending them somehow in that moment. No, because Vaishnava is humble, he doesn't like to hear himself praised. Ну нет, преданный убегает, потому что он смиренный, ему не нравится слушать, когда его прославляют. Vishnu, Krishnadas Kaviraj, the author of Chaitanya Charitamrita, he says, anyone who praises me, takes my name and glorifies me, they are going to hell. Кришнадас Кавирадж, автор читания Чаритамриты, говорит, любой, кто прославляет меня, прославляет мое имя, он напрямую отправляется в ад. The spiritual master accepts that kind of praise from the disciple, that's his duty. Духовный учитель, он принимает такое прославление своего ученика, потому что это его долг. But we saw practically Prabhupada wasn't attracted to that. Но на практике мы видели, что Шрила Прабхупада такое прославление не привлекало. But he did it out of duty. Но он все это принимал из долга. And then he could see if we were sincerely praising him, then he appreciated, yes, that's good. И он оценивал, когда видел, что мы искренне его прославляем, и говорил, это хорошо. But if we praise somebody we don't have that relationship with him, then naturally they're going to go away. Но если мы кого-то прославляем, допустим, с кем у нас нет никаких отношений, естественным образом они будут пытаться избежать этого, уходить. This is the quality of the Vaishnava. Таково качество Вайшнава. He doesn't like to be glorified. Ему не нравится, когда его прославляют. Even the gopis. Даже гопи, например. When Uddhava went to Vrindavan and he saw how exalted the gopis were, he started praising them. Когда Удхава приехал во Вриндаван и увидел, насколько возвышены гопи, он начал прославлять их. They were
They weren't happy by that. И они не очень были счастливы этим прославлением. They were scratching the ground with their toes. Они как бы потирали ногой землю, то есть проявляли стеснение. And feeling uncomfortable. И они чувствовали себя неловко в этот They момент. wanted to hear about Krishna. Они хотели слушать о Кришне. They didn't want to hear their own glories. Они не хотели слушать свою собственную славу. Anyone else? Еще кто-нибудь? No, you already asked. Who else? Вы уже спрашивали. Lalita. Почему иногда падает решительность? В чем проблема? You can talk to me personally later. Можно лично со мной позже поговорить на эту тему. Anyone else? Еще кто-нибудь? Ваше Святейшество, вы говорили, что в принципе вопрос времени, когда, чтобы прогресс в духовной жизни состоялся, это известное тоже утверждение. Иногда также говорится, что без осознанных усилий мы никогда толком и не спрогрессируем, можем очень долго, так механически прогрессировать. Вот вопрос, в чем заключаются усилия, что значит просто продолжать иногда, знаете, вот как вот вопрос времени, иногда просто продолжать, да, что значит просто продолжать, что значит вопрос времени, да, и что значит вот эти усилия, если есть такое вот понимание, утверждение, как бы. Your Holiness, you mentioned that by just continuing and following this process, we will achieve the spiritual progress. It's a common saying, but also we hear that we need to make conscious effort. It's not just enough to follow automatically. So what does it mean? What does it mean by effort? And at the same time, what does it mean to just continue following the process? Effort means that you try your best. Усилие значит, что вы стараетесь наилучшим образом. You try your best to follow the process. Делайте все, что можете, и старайтесь следовать процессу. Sometimes when devotees left, Prabhupada said they weren't sincere. Иногда, когда преданные уходили, Шрила Прабхупада говорил, что они не были искренними. So if you sincerely try to please Krishna, then you won't go away because you reciprocate. И если вы будете искренне продолжать удовлетворять Кришну, вы не уйдете, и Он будет вам отвечать. If you're not sincere, then nobody can help you. А если вы не искренни, то никто не может вам помочь. And then how do you become sincere? А как же стать искренним тогда? Prabhupada was asked that question. Шрила Прабхупаду спрашивали. He said, no, there's no technique. You be sincere by being sincere. И Шрила Прабхупада отвечал, нету техники какой-то, вы являетесь искренним, будучи искренним. So if you're sincere, it won't be mechanical. You'll do it out of affection. И если вы искренни, этот ваш процесс, практика не будет механической. Вы будете делать это из любви. We all have affection for Srila Prabhupada, so we want to do something to please him. Например, как у всех у нас есть чувства по отношению к Шриле Прабхупаде, и мы что-то делаем, чтобы удовлетворить его. Therefore, we are assisting him, pushing on this movement. Поэтому мы помогаем ему, продвигаем это движение. But to push on a movement, we have to practice nicely. Но чтобы продвигать движение, нужно должным образом практиковать. So it shouldn't be just mechanical, but we shouldn't be discouraged and go away. Это не должен быть просто механический процесс. Мы не должны падать духом и уходить. We're losing our determination means there's something wrong. Мы теряем свою решимость. Если мы теряем решимость, значит что-то не так. Therefore, we should speak to the spiritual master. И тогда мы должны поговорить с духовным учителем. Okay, we'll stop here. На этом мы остановимся. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita ki.